Мне казалось, что в жизни бывают границы. Где-то здесь ты плачешь по родным, а где-то там люди рядом оказываются совсем не теми, кем ты их считал. Я долго думала, что умею различать доброе и жестокое, пока в день похорон моего отца мой собственный муж не подошел ко мне и не произнес: «С этого момента бизнес принадлежит мне. Мы разводимся». И это был лишь первый удар. Моего отца звали Лукас Рид. Он был человеком, который строил все с нуля, от маленькой мастерской до сети семейных предприятий. Он учил меня простому: если однажды потеряешь все, но останешься честной, ты не проиграла. И вот, пока я стояла у его гроба, держась за руку мужа, мне казалось, что именно честность и должна сейчас удержать меня на поверхности. Но вместо этого рука мужчины, который был мне опорой 10 лет, вдруг стала чужой. Его звали Марк. Я привыкла видеть в его глазах уверенность, спокойную, взрослую, надежную. Но в тот день я увидела другое, холодный расчет. И что страшнее, удовольствие от момента, которого я боялась больше всего. После похорон дом опустел. Цветы в гостиной пахли так пряно, будто воздух был засахарен горем. Я только сняла черное пальто, как Марк зашел в комнату, захлопнул дверь и сказал: «Анна, нам необходимо поговорить. Твой отец оставил завещание. И там все мне. Бизнес, дом, активы. Ты должна понимать, мы разводимся». Я сначала подумала, что ослышалась, что Гриф делает со слухом что-то странное. Но он продолжал совершенно спокойным голосом: «Ты не управляла делами. Ты не вникала в бизнес. Все логично. Я единственный, кто сможет этим распоряжаться. И я не намерен мешать тебе устроить свою личную жизнь заново». Личную жизнь заново? Я похоронила отца, а муж хоронил нашу семью. Я не кричала, не могла. Меня будто связало невидимое одеяло оглушенного молчания. Я просто произнесла: «Но отец, он уже ничего не скажет», — перебил Марк. В этот момент мир под ногами дрогнул. Не упал, дрогнул, чтобы я почувствовала, все, что казалось твердым, было иллюзией. Я ушла в кабинет отца. Села в его кожаное кресло. Провела ладонью по деревянной столешнице, помня, как он работал здесь до ночи, как оставлял записки: «Анна, не забудь поесть». И впервые за всю жизнь почувствовала себя маленькой и одинокой. И тогда в дверь тихо постучали. Стук был едва слышный, будто человек боялся нарушить тишину. Я поднялась, открыла дверь и застыла. На пороге стоял незнакомый мужчина. Высокий, с мягко усталым взглядом и строгими, аккуратными чертами лица. В руках папка, перевязанная кожаным ремешком. Он произнес: «Вы Анна Рид?» «Я. Тот человек, о котором ваш отец попросил сообщить, если что-то случится. Нам нужно поговорить. Срочно». И в тот момент я впервые почувствовала, что история моего отца еще не закончена. И что Марк сильно поспешил. Я долго смотрела на мужчину, который стоял в дверях кабинета моего отца. Его появление было таким тихим, почти мягким, что в другой ситуации я бы решила: ошибся домом, пришел не ко мне. Но он произнес мое имя так точно, так уверенно, будто повторял его много лет, прежде чем осмелиться подойти к этой двери. Эдвард Миллер. Так он представился. Он вошел без лишней торопливости, будто время вдруг стало вязким и послушным только ему. Он не стал протягивать руку, лишь легонько кивнул, с тем уважением, которого я не слышала от Марка уже очень давно. Я смотрела на него и не понимала, почему отец доверил что-то такому человеку, о котором я ни разу не слышала. Когда Эдвард положил на стол папку, перевязанную кожаным ремешком, я ощутила странное, почти физическое чувство, будто в воздухе стало тяжелее. Как в комнате, где много лет не открывали окна. Он сел напротив и сказал: «Анна, ваш отец был мудрым человеком. Он предвидел гораздо больше, чем хотел обсуждать вслух. Я здесь, потому что он оставил мне обязательство передать вам правду». Слова звучали аккуратно, но в них была внутренняя твердость. Его нельзя было не слушать. Я кивнула, не зная, готова ли. Он развязал ремешок, и на стол легли документы. Они пахли бумагой и временем, той смесью запахов, которая бывает у архивов
или старых личных записей. Лукас понимал, что ему угрожает опасность, продолжил Эдвард. И понимал, что некоторые люди рядом с ним могут действовать не в ваших интересах. Он не произнес имени Марка, но оно будто повисло между нами. Я попыталась говорить спокойно, но голос все равно дрогнул. Почему? Почему отец не сказал мне всего этого сам? Эдвард внимательно посмотрел на меня. В его взгляде не было жалости, но была мягкая, почти родственная человечность. Он хотел защитить вас. Иногда правда может быть оружием. Он ждал момента, когда вы будете готовы ее принять. Я опустила глаза. На первом документе лежала записка. Почерк отца, уверенный, узнаваемый, чуть наклоненный вправо. Я узнала бы его среди тысячи. Анна, если ты читаешь это, значит, я не успел сказать тебе самое важное. Береги себя. Не доверяй тем, кто говорит слишком убежденно. Верность тише слов. Я закрыла глаза. Горло сжалось. Отец словно говорил со мной оттуда, где никто уже не может защитить меня, кроме меня самой. Эдвард подвинул еще папку. Это финансовые отчеты, переписки, записи встреч. Ваш отец собирал доказательства. Он понял, что бизнесом интересуется человек, который действует через посредников. Я почти шепотом спросила: «Вы говорите про моего мужа?» Эдвард не замешкался ни секунды. «Да». Лукас подозревал, что Марк стал инструментом в чужих руках. Он видел, как ваш муж медленно подавал документы, влиял на советы директоров, уговаривал него изменить структуру компании. Я почувствовала, как внутри поднимается волна, смесь боли, злости, унижения. Марк, который клялся в любви, копил доказательства за моей спиной. Почему он хотел это сделать? Прошептала я. Эдвард развел руками. Деньги. Власть. Контроль. Причина всегда одна. Но важнее другое. Марк не самостоятельный игрок. Он не настолько дальновидный человек, если позволите. Кто-то стоял за ним. Кто-то, кто давно хотел получить доступ к империи Лукаса. Я нахмурилась. «Империи?» «Да», — кивнул он. «То, что вы видели, лишь фасад. Бизнес вашего отца был гораздо шире и глубже, чем знала семья. У него были активы в Европе, в Азии. Он был связан с крупными проектами, но скрывал это, потому что не хотел, чтобы вы росли под давлением. Я слушала и будто впервые знакомилась с человеком, которого называла папой. Но Марк сказал, я замялась, он сказал, что бизнес теперь принадлежит ему. Что в завещании все записано на него. Эдвард тихо усмехнулся. Тогда он не читал последнюю версию. Он достал другой конверт, запечатанный с сургучной печатью. Я почувствовала, как сердце пропускает удар за ударом, будто пытаясь убежать впереди времени. «Это настоящее завещание Лукаса», — сказал он. «Подписанное месяц назад. Заверенное. И никто, кроме меня, не знал, где оно находится». Я осторожно, стараясь не дрожать, вскрыла печать. Бумага была плотной, дорогой. Отец никогда не делал важные вещи дешево. Первое, что я увидела — мое имя. Второе — все наследство мне. Без исключений. Я не могла поверить. Но почему он не сказал? Спросила я едва слышно. Эдвард вздохнул. Потому что знал, Марк попытается перехватить контроль, если догадается. У вашего отца не хватало времени, чтобы укрепить ваши позиции. Он надеялся успеть подготовить вас. Но болезнь. Он замолчал. И впервые мне стало страшно не от боли утраты, а от понимания, что отец уходил, зная, что я останусь среди людей, которым нельзя верить. «Анна», — мягко произнес Эдвард, — «вам нужно принять, что ваша жизнь изменилась. Сейчас вы единственный законный наследник одной из крупнейших частных компаний. И Марк не остановится. Он уверен, что все уже в его руках. Он будет бороться. Возможно, грязно. Меня передернуло. Муж. Человек, с которым я строила дом. Сидела по вечерам на кухне. Доверяла. И он смотрел на меня все это время, как на мост к чужим деньгам. «Я не хочу войны», — сказала я тихо. «Иногда война приходит, даже если ты не хочешь», — ответил Эдвард. «Но вы не одна». Лукас знал, к кому обратиться за помощью. «Кому?» — спросила я, чувствуя, что каждая новая фраза открывает еще один слой тайны. Эдвард задумчиво потер переносицу.
Есть человек, которого Лукас называл тенью. Он исчез много лет назад. Но ваш отец сказал мне, если со мной что-то случится, он придет. Его не нужно искать. Он сам найдет момент. Я почувствовала, как холодок пробежал по спине. И он хороший человек. Эдвард слегка нахмурился. Он сложный человек. Но он никогда не предал Лукаса. Хотя однажды был очень близок к тому, чтобы разрушить его жизнь. Они прошли через многое. Это связь, которую трудно описать. Я уверен только в одном: если он придет, игра станет намного опаснее. Я не успела спросить, что это значит, потому что в этот момент раздался стук в дверь. Гулкий, ровный, уверенный. Стук человека, который не сомневается, что его пустят. Эдвард резко поднялся, лицо его стало напряженным. «Что бы ни случилось, держитесь рядом со мной», — тихо сказал он. Стук повторился. 3 раза. Неспешно. Будто давая мне время. Я подошла к двери, чувствуя, как каждое движение отдается темной тяжестью в груди. Я дотронулась до ручки. «Анна, подождите», — сказал Эдвард, но поздно. Я открыла и увидела мужчину, которого никогда прежде не видела, но который смотрел на меня так, будто был свидетелем моего рождения. Высокий, с сидеющими висками, с усталыми, но невероятно глубокими глазами. Он держал шляпу в руках, словно уважал этот дом больше, чем свою собственную жизнь. Он произнес тихо, почти нежно: «Ты совсем не похожа на Лукаса». И в то же время, будто его отражение. Я застыла. Эдвард шагнул вперед. «Ты не имел права приходить без предупреждения». Мужчина лишь слегка улыбнулся уголками губ. Когда речь идет о судьбе семьи, право теряет значение. Он повернулся ко мне. «Анна, меня зовут Джеймс Хэрлоу. И я здесь, потому что твой отец просил меня прийти в тот день, когда его не станет». Я не знала, что сказать. Он вздохнул. «И поверь, девочка, я слишком давно ждал этого момента, чтобы опоздать». И вот так, среди бумаг, запаха старой кожи и тишины дома, который только что просил мира, моя жизнь столкнулась с человеком, которого отец называл тенью. Человеком, который знал правду. Человеком, который мог спасти меня. Или разрушить все. Когда дверь закрылась за спиной неизвестного мужчины, дом будто стал другим. Воздух стал плотнее, тени на стенах, длиннее, тишина, внимательнее. Казалось, сам дом понимал: сюда вошел человек, который несет в себе слишком много прошлого, чтобы оставаться просто гостем. Я стояла, удерживая пальцами край дверной ручки, хотя дверь давно была закрыта. Что-то внутри меня цеплялось за эту последнюю точку опоры, как будто отпусти я ее, и весь мой мир рухнет. Эдвард стоял чуть позади, но я чувствовала его напряжение почти физически, как будто его тревога стала частью пространства. Мужчина, который назвался Джеймсом Хэрлоу, прошел несколько шагов вперед, медленно оглядывая кабинет Лукаса. В его взгляде не было ни любопытства, ни растерянности. Скорее, память. Как будто он видел не то, что было сейчас, а то, что было когда-то много лет назад. «Ваш отец не менялся», — тихо сказал он. «Даже кресло стоит так же». Я невольно посмотрела на кресло. На то самое, к которому я прижималась вчера ночью, пытаясь удержать себя от паники. И оно вдруг показалось мне тяжелой точкой пересечения двух миров, моего и их. «Вы знали моего отца давно?» Наконец спросила я. Он перевел взгляд на меня. Его глаза были серыми, глубокими, усталыми и чем-то похожими на глаза моего отца. Не внешне, а внутренней тяжестью. «С того дня, когда он был никем», — ответил он. «И до того момента, когда стал человеком, которому завидовали слишком многие». Эдвард вмешался. «Джеймс, ты не для этого пришел. И не из-за кресла». Джеймс медленно кивнул. «Ты прав». Он повернулся ко мне и чуть приблизился. Но не так, как приближаются люди, чтобы запугать. Скорее, как те, кто приносит слишком важную новость и не хочет, чтобы она прозвучала на расстоянии. «Анна, ты должна знать, что смерть твоего отца была не неожиданностью. Не для него. И не для тех, кто следил за ним». Я почувствовала, как внутри поднимается холод. Настоящий, пронизывающий. «Он знал, что умрет», — прошептала я. «Он знал, что его смерть будет удобной», — поправил Джеймс.
И знал, что рядом с ним есть люди, которые будут рады этому. Марк. Имя вспыхнуло в голове беззвучным криком. «Вы хотите сказать, что Марк?» «Марк был инструментом», — сказал он. «Средством. Но не причиной». Я сжала пальцы в кулак так сильно, что ногти впились в ладонь. «Тогда кто?» — спросила я. «Кто стоял за всем этим?» Джеймс посмотрел на Эдварда. Между мужчинами промелькнуло что-то. Память, недосказанность, возможно, старая вражда. «Я расскажу», — сказал Джеймс, — «но ты должна понять, эта правда не сделает твою жизнь легче». Я устало усмехнулась. «После последних дней? Меня вряд ли можно чем-то удивить». Он медленно кивнул, как человек, который знает, удивить можно куда сильнее, чем кажется. Мы втроем сели за стол. Я в кресло отца. Эдвард напротив. Джеймс справа, чуть в тени. Это было почти символично. Он и правда казался человеком, который всю жизнь провел на полшага от света. Джеймс начал. Лукас был талантливым человеком. Но за каждым талантом идет тень. Люди в его окружении не были готовы мириться с тем, что он растет слишком быстро. И однажды он столкнулся с человеком, который не терпел конкурентов. «Кто это?» — спросила я. Джеймс открыл папку, не ту, что принес Эдвард, а свою. Я никогда раньше не видела таких бумаг. Страницы были старые, пожелтевшие, с рукописными пометками. На первой — фамилия, аккуратно выведенная чернилами. Гаррет Стоун. Я прочитала вслух. «Стоун, да», — подтвердил Джеймс. Эдвард нахмурился. «Ты уверен, что стоит начинать отсюда?» «Она должна знать все», — ответил Джеймс. Он снова посмотрел на меня. Гаррет Стоун — один из самых опасных людей в бизнесе. Он скрывается за фондами, компаниями-прокладками, доверенными лицами. Ты никогда не увидишь его в новостях. Но почти наверняка каждый раз, когда рушился крупный семейный бизнес, его тень была где-то рядом. Я впервые услышала имя человека, из-за которого умер мой отец. Или который этого хотел. Но при чем тут отец? «И Марк?» — спросила я. Джеймс сложил ладони на столе. Отец 10 лет назад отказался продать часть своих проектов Стоуну. И с того момента был в списке людей, которых нужно было сломать. Я почувствовала, как в груди что-то падает, тяжелое, страшное. Ломали медленно. Через партнеров. Через подставные сделки. Через людей вроде Марка. Мое имя произнеслось внутри меня на тысячах языков боли. «Он знал?» — спросила я. «Да», — ответил Джеймс. «И поэтому оставил завещание так, чтобы ты могла защитить себя». Он понимал, что после его смерти Стоун попытается взять все. Но он не учел одного. «Чего?» — прошептала я. Джеймс закрыл папку. «Что Стоун знает о тебе. Но я никогда его не видела. Ты — наследница. Ты — единственная точка слабости Лукаса». Он сделал паузу. «И теперь он придет за тобой». Внутри все замерло. Я даже не сразу поняла смысл этих слов. Эдвард вмешался. «Джеймс, хватит говорить загадками. Скажи ей прямо». И Джеймс произнес фразу, которая будто ударила по воздуху. «Анна, твой отец все эти годы скрывал тебя от Стоуна. Потому что однажды он хотел признать тебя своей дочерью законно. Но если бы он сделал это раньше, Стоун уничтожил бы тебя первой». Я резко выпрямилась. «Подождите, законно?» «Да», — тихо сказал Джеймс. «Потому что, Анна», — он вздохнул, — «ты не просто его дочь. Ты — его единственный законный наследник по прямой линии. Его единственный шанс сохранить семью». Я чувствовала, как кровь отливает от лица. «Но я и так его дочь». Джеймс покачал головой. «Ты не знаешь всего». Эдвард нервно сжал руки. «Джеймс, она должна знать», — резко сказал он. «Она должна понимать, почему ему угрожает опасность». Он повернулся ко мне и произнес: «Анна, твой отец был женат только один раз. Но твоя мать не была его законной женой. Ты родилась в то время, когда он еще не мог объявить о тебе. А когда смог, уже было слишком поздно. Слишком опасно». Я замерла. Так замерзают озера, медленно, с треском внутри. И поэтому он попросил меня. Голос Джеймса дрогнул впервые. «Защитить тебя, если его не станет». Я смотрела на него. Долго.
Столько, что казалось, время перестало идти. И вдруг поняла, этот мужчина не чужой. Нет, он не отец. Но в его голосе была та же тяжесть, что я слышала, когда отец делал что-то ради меня, даже если я об этом не знала. «Но почему? Почему вы?» — спросила я едва слышно. Джеймс отвел взгляд и ответил: «Потому что я не просто его партнер». Пауза. «Я его старший брат». Ни Эдвард, ни я не шевельнулись. Тишина стала каменной. «Брат», — повторила я, сами слова казались чужими. «Но почему он никогда не говорил?» Джеймс закрыл глаза на секунду. «Потому что я однажды предал его. Мы разошлись. На много лет. И я знал, если появлюсь рядом, в его жизнь снова войдут те, от кого я хотел его защитить. Я жил в тени, чтобы он мог жить на свету. Я слушала и не понимала, как одна семья может вмещать столько боли, столько тайн. И вдруг, будто по щелчку, осознала: значит, и вы в опасности?» «В опасности мы все», — ответил он. «Но именно ты — цель. Потому что Стоун уверен, наследник Лукаса должен исчезнуть». Эдвард встал. «Нам нужно действовать. Немедленно». Марк уже начал процесс присвоения активов. Как только он поймет, что завещание настоящее, он побежит к Стоуну. Я тоже встала, но ноги дрожали. Слишком много, слишком быстро, слишком больно. Джеймс подошел ко мне ближе. Его голос был мягким, но твердым. «Анна, слушай внимательно. У тебя есть два пути». Он поднял два пальца. Первый — бежать. Исчезнуть. Начать новую жизнь в стране, где тебя не найдут. А второй? Спросила я, догадываясь, что он страшнее. Встать на место Лукаса. Принять наследие. И закончить то, что он начал. Я прикусила губу, чтобы не расплакаться. «А если я не справлюсь? Тогда мы умрем вместе», — спокойно сказал Джеймс. И это был не шантаж. Не давление. Это была суть. Я посмотрела на них обоих, двух мужчин, которые знали моего отца иначе, чем я. Один — его друг. Другой — его брат. Люди из той части его жизни, в которую он никогда меня не пускал. И вдруг внутри меня что-то стало тихим, чуть-чуть твердым, как будто боль и страх спрессовались в решение. Я сказала: «Я не буду бежать». Пауза. «Я дочь Лукаса Рида. И если война пришла за мной, значит, я встречу ее лицом к лицу». Джеймс посмотрел на меня так, будто впервые увидел. Эдвард выдохнул с облегчением. И я поняла, игра действительно только началась. И теперь я в ней не пешка, а наследница.